Карбономика – это экономика почвы, тема выступления Кита на нашей конференции. Привет, Кит! Good morning. Yes, good morning, everybody. Рады приветствовать вас из Киева. Конференция «Лаборатория Наутил» вас приветствует в качестве спикера. NTLAB conference from Kiev welcomes you here as our speaker. Нам очень интересна ваша тема. Мы чувствуем, что это что-то новое, то, что цепляет многих людей в мире. This is an interesting topic, and we are looking forward to hearing it. And this is something that will interest a lot of people here. Прошу начинать. And you are cleared for takeoff. Very good. Thank you, everybody. Всем спасибо. Okay. Good morning, everybody. Join you here this morning in the United States, anyway. Доброе утро. Рад присоединиться к вам, к вашей конференции из Соединенных Штатов Америки. I want to talk to you today about one of the most complex systems in the entire world, and that's the soil. Сегодня мы с вами будем говорить об одной из самых сложных систем в мире, и это наша почва. And I want to do that by comparing it to another complex system that we all understand, and that's the economy of the country. В ходе нашей беседы мы будем проводить параллели между почвой и другой очень сложной системой. Это экономика страны. So I want to talk about 7 economic indicators of a healthy economy and apply them to the soil. Сейчас перед вами на экране 7 аспектов здоровой экономики. So these same principles are going on in the soils, and that's what we want to talk about today. Следует отметить, что те же принципы применимы и к процессам, происходящим в почве, и об этом мы сегодня будем говорить. So first, the first thing to understand is that all agriculture is based on solar energy. Прежде всего, мы начнем с вами с того, что все процессы в сельском хозяйстве зависят от энергии солнца. As farmers, what we're doing is taking sunlight and putting it into products that have value. Фермеры, каждый фермер в ходе своей работы берет солнечный свет и трансформирует его в конечный продукт. And then the 3 main players in the economy are the soil, the plants, and the animals. В нашей экономике есть 3 основных игрока. Это почва, растения и животные. So on the supply side of the economy, first thing that I want to talk about is what plants are to this economy. Мы начнем с вами с предложения. Мы начнем с предложения, и сейчас мы рассмотрим, как в этом предложении участвуют растения. And so plants are providing carbon to the system through photosynthesis. С помощью углерода, благодаря углероду в растениях происходит такой процесс, как фотосинтез. And so in photosynthesis, plants are taking carbon dioxide and water and putting it into glucose and oxygen. В ходе процесса фотосинтеза растения берут СО2, он соединяется с водой, в результате чего получается молекула глюкозы и кислород. And this carbon molecule that comes from CO2 and goes to the glucose is going to drive the whole system. И вот тот углерод, который мы забираем из СО2 и который появляется затем в глюкозе, он проходит как бы через всю систему. The soil is providing nutrients through the minerals that make up the soil. В свою очередь, с точки зрения, вот мы говорим все еще о предложении, почва предоставляет питательные вещества или минералы. The soil also provides a habitat for the roots and the biological organisms to live.
Кроме того, почва дает нам место, где растут корни и где обитают все ее жители. And thirdly, the soil provides water storage, which is very, very important, especially if you're in an area where your rainfall is not consistent. И в-третьих, почва предоставляет хранилище для воды. И это очень важно, особенно в тех регионах, где выпадает мало осадков. And then the biology, they're supplying nutrients through fixation and through cycling. Почвенная биология тоже участвует в предложении. Они производят питательные вещества с помощью фиксации, делают их доступными. And they're also providing defense and protection mechanisms, and we'll look at both of these as we go through the presentation. И также они участвуют в другой сфере нашей экономики, то есть в защите и обороне. И об этом мы с вами поговорим по ходу нашей презентации. On the demand side of the economy, plants need nutrients and they need water. Теперь давайте рассмотрим спрос. Растениям нужны питательные вещества и вода. But they also need services like protected and being supported, and we'll look at that in greater detail. Кроме того, им нужны услуги, то есть их нужно защищать, им нужна поддержка, и об этом мы поговорим позже. Soil needs carbon, but it also needs to be protected. Почве нужен углерод, а также защита. And then finally, the biology, food and habitat, a place to live and food to eat. И, наконец, почвенная биота. Им нужна пища и им нужна среда обитания. Что-то есть и где-то жить. And so what we see is that an economy is strong when all of the participants are both producing and consuming. И исходя из того, что мы уже с вами рассмотрели, мы можем сделать вывод, что экономика будет сильнее всего, когда все ее участники будут и производить, и потреблять. And diversity is very important. One, as much diversity of plants and biology as И на этом участке очень важно также разнообразие и растений, и микроорганизмов. But what happens in agriculture, at least over here, is that we have a called agricultural welfare. Что же происходит в сельском хозяйстве? Говоря, во всяком случае, это то, что мы делаем. Говоря, скажем, экономическим языком, мы начинаем вливать социальное пособие. And when we provide the plant everything that it needs from the outside, we keep the economy. Когда мы даем растению все, что ему нужно извне, то есть это и есть это социальное пособие, мы ослабляем с вами экономику. And I'm talking primarily about fertility and crop protection. И здесь под социальным пособием я понимаю удобрения и средства защиты. Now, don't get me wrong, we still use these on our own farm. I'm not saying we should eliminate them. Я не хочу, чтобы вы меня сейчас неправильно поняли. Мы сами у себя на ферме тоже применяем и удобрения, и средства защиты. Я просто говорю, что мы не должны вот полностью их сразу искоренить. Мы должны к этому стремиться. But to have a profit, we need to reduce them as much as possible. Как минимум, для того, чтобы быть рентабельными, мы должны сократить эти вливания как можно больше. So the goal is to let the biology do the job that they were created to do. Наша цель заставить биологию, природу выполнять ту работу, собственно, для которой она задумана. And then only use the additional inputs when needed. А с помощью дополнительных ресурсов мы просто ей немножко поможем. And when we can get the soil and the plants and the biology all working together in this economy,
it can be very productive and very profitable. Если в нашей экономической модели и почва, и растения, и животные будут работать так, как задумано, все вместе, то эта система будет очень продуктивной. So we've talked about supply, we've talked about demand, now we'll talk about currency. Мы с вами поговорили о спросе, о предложении, пришло время поговорить о валюте. And currency is important. It allows goods and services to be exchanged between the producers and the consumers very efficient. Валюта важна для любой страны, потому что с ее помощью происходит обмен товарами и услугами. And in this economy of farming, the currency is carbon. В нашей с вами фермерской экономике наша валюта – это углерод. And so we are literally growing our carbon in every plant that we grow. That's the money that the plants use. Другими словами, когда растение получает углерод, это те деньги, с помощью которых оно потом может купить себе что-то необходимое. And so the plants use this carbon to purchase goods and services from the biology in exchange for the services that the biology provides. Таким образом, растение берет углерод и с помощью этой валюты покупает услуги у почвенной биологии. Именно те, которые этому растению нужны. And the way that it works is plants are making payments through liquid carbon root activity. Как это работает? Платеж происходит за счет жидких выделений с корней. And I've got a really cool picture I'll show you later how. И чуть позже у меня есть отдельный слайд, я вам покажу, как работает, как настроен этот процесс. And then the biology takes that carbon from the plant and in exchange gives it protection, gives it nutrients. В свою очередь биота берет валюту, получает, так сказать, платеж, и в обмен на эти деньги предоставляет услуги, то есть или защиту, или какую-то поддержку. So carbon is so valuable as a currency because it's essential to all life. Таким образом, углерод – это очень важная валюта, играющая огромное значение для всей сельскохозяйственной жизни. You and I are 90% carbon. Carbon contains over 10 million different compounds. Человек состоит на 19% из углерода. Углерод способен формировать более 10 миллионов разных соединений. It's the most important, but it's the most overlooked of all plant nutrients. And most importantly, it's a food source for all of this biology. Углерод – это очень важный элемент, однако о нем чаще всего забывают. И что следует здесь подчеркнуть, это то, что он является основным источником питания почвенной биоты. Carbon can be collected through photosynthesis. It can be spent when it's created as soil organisms. Углерод можно собрать с помощью фотосинтеза. Его можно потратить на услуги, которые предоставляет почва. It can be saved in soil organic matter, and it's desired by all in this economy. Его можно положить на сберегательный счет, то есть вроде как органическое вещество. И углерод нужен всем участникам, всем игрокам этой экономики. And so, in an economy, when we have your currency, we can then turn that into capital. В любой экономике, если у тебя есть валюта, эту валюту можно превратить в капитал. And capital is savings, it's investments, but it's things that we need for growth and stability. Капитал можно направить на инвестиции, можно положить на сберегательный счет, однако он в любом случае нужен для обеспечения роста и стабильности. And in our soil economy, our capital is our organic matter. В почвенной экономике наш капитал – это органическое вещество.
And as you can see, organic matter is still very important for very things. Органическое вещество, как вы видите на этой схеме, играет важную роль в разных ситуациях. We don't have time to talk about all the functions of organic matter, but I think we all understand how important it is. Сейчас мы ограничены во времени, мы не можем обсуждать все аспекты важности органического вещества, но я думаю, каждый из сидящих в зале понимает и осознает его важность. And so, just like you can't increase your savings account unless you're earning more money than you're spending, точно так же, как нельзя увеличить свои сбережения без излишка денежных средств, you can't increase the organic matter levels in your soils unless you're bringing more carbon in than you're sending away. Вы не сможете увеличить уровень органического вещества в почве, если вы будете растрачивать углерод, а не накапливать его. And we send a lot of carbon out of our system by every time we tillage and every time we harvest crop. И в большинстве севооборотов почвенный углерод увеличивается за счет выращивания, например, кормовых культур. And the only way we bring carbon into the system is by having a growth plan. И как можно добавить углерод в систему? Нам нужны покровные растущие культуры. And so, if we really want to increase organic matter, that's why cover crops are so very important. Если наша цель заключается в увеличении уровня органического вещества, покровные культуры здесь играют первоочередную роль. Because they put carbon into the soil, and we don't harvest them to remove the carbon. Они поставляют углерод прямо в почву, и мы их не убираем, соответственно, мы не выносим этот углерод. The next area of the economy I want to talk about is resources. Следующая отрасль нашей экономики, следующий аспект – это энергия и ресурсы. And in this economy, our energy comes from the sun, and it's free. В нашей экономике энергия поступает от Солнца, и самое интересное, что она бесплатная. And as farmers, all we have to do is put out solar collectors, which are much more efficient than handmade ones. We just plant seeds. И в то время как некоторые ставят солнечные панели для того, чтобы собирать энергию, мы, как фермеры, можем собирать солнечную энергию намного дешевле. Нам нужно всего лишь посеять семена. And a healthy soil economy should not need a lot of purchased energy inputs. В здоровой почвенной экономике, здоровая почвенная экономика не нуждается в большом количестве покупных ресурсов. And we know this because the deep, rich soils of both my area and your area. Can you say it again? We know that we don't have a lot of extra energy. И мы все, каждый из нас знает, что мы можем собирать эту энергию с помощью растений. Because the really good soil in both my area and your area. За счет того, что солнце, в принципе, светит что в моем регионе, что в вашем. We're formed simply by rich prairie grass growing with sunlight. Обратите внимание, если посмотреть на естественную растительность, ее никто не удобряет отдельно. Она растет просто благодаря энергии солнца. So now we'll talk about. Теперь мы поговорим с вами о разных элементах. And in our economy, the number one resource is carbon. The number two resource is nitrogen. В нашей сельскохозяйственной экономике первый ресурс – это углерод, а второй по значимости – это азот.
And if you look at this chart of our atmosphere, Если вы посмотрите на график, это наша атмосфера, you'll see that the carbon portion of it is very, very tiny. вы увидите, что доля углерода очень маленькая. About 0.04%. Где-то 0,04%. And yet we don't spend any money to give our plants carbon. И мы не платим растениям для того, чтобы они получали этот углерод. And yet we spend billions of dollars to give our plants nitrogen. Но мы платим миллиарды для того, чтобы дать растениям азот. Even though it is 78% of the atmosphere. Несмотря на то, что его практически 76 и больше процентов в атмосфере. And the reason for this is that nitrogen propels high nitrogen. Потому что азот в атмосфере представлен молекулярным газом. And these nitrogen molecules won't interact with the molecules. И в виде молекулы он не взаимодействует, он очень инертный. So in order to allow a plant to use nitrogen, Для того, чтобы растение могло воспользоваться азотом, we have to pull that dinitrogen molecule apart. Мы должны как бы разорвать эту молекулу And combine it with hydrogen or oxygen to make it ready for the plant. и объединить вот то, что в результате получилось, с водородом или кислородом, и тогда оно станет доступным для растения. And we can do this in big nitrogen production factories. Все это достигается с помощью вот специальных заводов, которые производят удобрения. But it's a very energy-intensive process. Однако это очень энергоемкий процесс. So the number one energy expense on almost any farm Таким образом, самые большие затраты на энергию на нашей ферме is nitrogen fertilizer. это затраты на азотные удобрения. And when you pay for nitrogen fertilizer, Когда вы платите за азотные удобрения, you're not paying for the nitrogen вы платите не за сам азот, because above every acre of cropland, there's 30,000 tons of nitrogen in the atmosphere. потому что, собственно, вот в атмосфере около 30 тысяч тонн этого азота. What we're paying for is the energy that it takes to make that nitrogen available to a plant. Мы платим не за сам азот, не за молекулу, а за то, что ее разрывают и делают доступной для растения. But what it takes us billions of dollars in these big factories to do Но то, что стоит миллиарды долларов, God created tiny little bacteria to do the same thing. Господь создал маленьких бактерий. And these bacteria, rhizobia, will take that atmospheric nitrogen and turn it into forms that plants can use. И именно этим бактерии занимаются. Ризобиум берут атмосферный азот и превращают его в доступную для растения форму. But it's not limited to just rhizobia and legumes. Процесс этот не ограничивается только бактериями ризобиум или только бобовыми культурами. There are other organisms like Azospirillum and Azotobacter. Есть и другие организмы, например, азотобактер или азоспириллум. And these organisms can also take atmospheric nitrogen and turn it into a form that plants can use. Они тоже берут атмосферный азот и превращают его в форму, доступную для растения. And they can give this nitrogen to a corn plant or to a wheat plant or any other type of grass. Этот азот, который они произвели в доступную форму, они могут отдать кукурузе или пшенице или любому другому злаку.
But just like the rhizobium, none of these processes will happen unless the plant is paying for those services with the carbon. Но кто же работает за бесплатно? Никто. Поэтому растение за то, чтобы получить этот азот, платит этим бактериям. And so here we see the economy at work. The plant is paying the currency for these services. Таким образом, мы видим вот первый процесс уже, реально видим первый работающий процесс, когда растение за услуги от бактерий ризобиум расплачивается углеродной валютой. And the other thing to remember is that these processes will not happen. Стоит помнить, что этот процесс не будет работать, if we have excess nitrogen in the soil from fertilizers. Если в почве будут излишки азота от химических удобрений. So we have to be careful about how much fertilizer we apply. Соответственно, нужно очень внимательно регулировать дозу азотных удобрений, которую вы вносите. If we want these biological processes to work. В противном случае биологические процессы могут перестать работать. So it's a very difficult management challenge to back. В данном случае мы сталкиваемся с очень сложной управленческой проблемой для того, чтобы сбалансировать, сколько дать растению, но так, чтобы бактерии работали. So we've talked about carbon, we've talked about nitrogen, now we'll talk about the other critical resources. Мы с вами поговорили уже об углероде, мы поговорили об азоте, но в почве есть еще другие ресурсы. Our soils are made up of many of these minerals. We just have to get them cleaned up. Вообще, на самом деле, все минералы, они в почве есть в наличии. Наша задача просто сделать их доступными для растения. And in order to do this, we utilize the biology to actually mine the minerals out. Для того, чтобы это свершилось, мы должны привлечь микроорганизмы, которые, как шахтеры, будут извлекать эти минералы для растения. There was a really good article in Scientific American magazine. Вот в одном научном журнале вышла статья. And the title of it, mycorrhizal fungi run the largest mining operation in the world. Вышла она под названием, под названием «Микоризные грибы – лучшие шахтеры в мире». And in this picture on the right, на картинке, на фотографии, которую вы видите справа, you can see the little channels that have been tunneled in there. Вы видите каналы. And that's actually the mycorrhiza fungi that have liquefied and mined the minerals. На самом деле это каналы не просто вот физически разрезаны. Это микориза с помощью специальных жидких выделений проделала эти каналы в этом минерале. And they've taken it back to their host plant. И полученные, извлеченные из этого, скажем, камня вещества были предоставлены растению. But they will only do that if the plant is willing to pay for the services. Но происходить это будет только в том случае, если растение расплатится. By giving the mycorrhiza fungi carbon to eat. Каким образом растение может расплатиться? Всего лишь предоставить углерод для того, чтобы грибы могли есть. And here's what it looks like. This is a picture of mycorrhiza growing on a plant root. Это увеличенная фотография микоризного гриба, микориза, растущая из корня растения. The little black spots are what's called the arbuscle. Маленькие вот черные такие точечки, это то, что называются арбускулы. And then the little strings growing out are the hyphae. А вот такие вот как волоски, это то, что называется гифы. And these little hyphae are what are going out and mining the minerals and
bringing them back to the plant. Именно вот этими гифами растения производят как бы горную разведку и добывает питательные вещества. And the author of this article says that many soils are rich in important nutrients, but they're often locked in physical form, which makes them unavailable to most plants. Автор этой статьи утверждает, что многие почвы богаты питательными веществами, однако эти питательные вещества заблокированы и недоступны растениям. The next section of the economy I want to talk about is infrastructure. Следующий раздел нашей экономики – это инфраструктура. And the two most important infrastructures are transportation and communication. Две очень важные сферы инфраструктуры – это транспорт и связь. And we know that these are important because when you're at war with another country, those are what you destroy. И эти два аспекта играют очень важную роль, и все это знают. Как только начинается война, самое первое, что разрушается, это объекты инфраструктуры. And I want to give an example of our transportation infrastructure in the United States. В качестве примера я хочу вам показать транспортную инфраструктуру Соединенных Штатов. And hopefully your transportation infrastructure is similar. Надеюсь, ваша транспортная инфраструктура очень похожа на нашу. So these are the main interstate roads in the United States. Здесь на карте вы видите основные наши дороги, это то, что мы называем хайвей. And they're big wide roads that can transport large amounts of goods and services. Это большие качественные дороги, по которым перемещаются большое количество грузов. But these aren't close to everybody in our country. Однако хайвей не проходит возле каждого дома. So these only do me good if I can use them. Соответственно, их польза выражается только, если их пользой можно воспользоваться только в том случае, если я живу рядом. So we have all of our other highways into the interstates. Для того, чтобы добраться до хайвея, есть дороги с твердым покрытием. And this makes for a very effective transportation. И таким образом уже транспортная инфраструктура становится эффективной. And we see the same thing happening in the soil. Точно те же процессы происходят и в почве. The picture on the left is a plant with just its roots. Обратите внимание вот на картинку слева, где у растения видны только его корни. And these roots can move lots of product back and forth, just like the interstate. Я не против и не умаляю значение этих корней, и по ним действительно может двигаться большое количество питательных веществ, как по хайвею. But much of the soil is not being touched by those roots. Но они не находятся во всех уголках почвы. The picture on the right is the same plant. В то же самое время картинка справа это то же самое растение. But it's colonized now with mycorrhiza fungi. Но его корни заселены микоризным грибом. And the mycorrhiza are the highway systems that are bringing things to the big roots. И уже микориза выступает дорогами с твердым покрытием, по которым грузы или питательные вещества попадают уже на хайвей. And this makes for very effective transportation within our soil. Таким образом, в почве создана очень эффективная система транспортировки грузов. Here's another picture of what mycorrhiza looks like under a microscope. Вот еще одна фотография, как выглядит микориза, в частности ее гифы. And as you can see, mycorrhiza help with phosphorus, which is one of the hardest nutrients to move in the soil. Как видите, микориза также участвует в транспортировке фосфора, а он очень слабо подвижен в почве. But also all of these other nutrients that plants need.
Но не только фосфор, но и другие питательные вещества, необходимые растению. And in dry times, they can even help bring water into the plant. В засушливое время по гифам может осуществляться транспортировка воды. So if we want to have a really good economy, Для того, чтобы наша экономика была действительно здоровой, we want to have as much of this mycorrhizal fungi as possible. нужно, чтобы микоризы было как можно больше. And the two things that really hurt mycorrhiza Что очень важно по поводу микоризы. are tillage Ее может разрушать механическая обработка and long fallow periods where nothing is growing. и длительные периоды, и также ее разрушают длительные периоды пара, когда ничего на поле не растет. The other thing I want to talk about with transportation is earthworms. Еще один участник транспортной системы, о котором мы не должны забывать, это черви. Earthworms help transport water and oxygen and surface carbon. Черви отвечают за транспортировку воды, кислорода, поверхностного углерода. As they move back and forth from the soil surface down into the soil, По мере того, как они двигаются вверх-вниз по почвенному профилю, they're leaving behind their burrows. они оставляют за собой каналы. And those burrows allow water and oxygen to move throughout the soil. По этим каналам и двигается в почве вода и кислород. So as a general rule, if you don't have earthworms, Значит, нужно всегда следить, есть ли в почве черви. your soil probably isn't all that healthy. Если в почве нет червей, то, возможно, есть какие-то проблемы со здоровьем почвы. And you probably don't have a lot of the other beneficial biology. И, скорее всего, если нет червей, то, скорее всего, нет и других полезных микроорганизмов. The other infrastructure that I want to talk about is communication. Другое направление инфраструктуры, другой тип, что ли, это связь. Because the plant has to communicate to the biology, tell it what it needs. Растению нужно как-то сообщать микроорганизмам, что ему нужно. Because a lot of the nutrients that plants need can become toxic if they have it in too large a quantity. Потому что многие питательные вещества, если они будут предоставлены в неправильной форме, могут стать токсичными для растения. So the plant communicates what it needs. Растение сообщает микроорганизмам, что ему в данный момент нужно. By producing and releasing different types of carbon root exudate. Делается это с помощью производства и выпуска разнообразных жидких выделений. So the plant will carbohydrates, sugars, and proteins, fats, and oils. Растения производят углеводы, сахара, белки, жиры, липиды и масла. And each one of these is a signal to the biology to bring back something different. Каждый из этих видов – это своего рода сигнал почвенной биоте «принеси мне то, что мне нужно». And this is that picture that I was telling you about earlier. Эта фотография, я упоминал уже о ней. And what we see here is a cereal rye fruit. На фотографии изображен корень ржи. And you see the little root hairs with all of the droplets of liquid. Обратите внимание, присмотритесь, вы увидите волоски. И на некоторых волосках вы видите такие вот, как маленькие капельки жидкости. And those droplets of liquid are the liquid carbon root exudate. Эти капельки – это и есть жидкие выделения корней.
that this rye plant is putting into the soil которые растение выпускает в почву to feed the biology and to communicate its needs. для того, чтобы накормить биоту и сообщить о своих потребностях. So plants not only communicate through that liquid root exudates, Растения общаются не только с помощью этих жидких выделений, but they can also communicate in other ways as well. Существуют и другие способы общения растений. Mycorrhiza fungi can actually tie the root systems of plants together. С помощью микоризы разные растения соединяются друг с другом. And plants can chemically communicate through those root systems. И благодаря этой корневой системе растения общаются друг с другом. Plants also communicate to beneficial insects. Растения также общаются и с полезными насекомыми. By releasing volatile organic compounds. Они выпускают летучие органические соединения, that the beneficial insects can detect, and then they will come and help protect the plant. И их чуют полезные насекомые и прилетают на защиту растения. But this only works if there are beneficial insects around. Система работает только в том случае, если полезные насекомые есть. So it's very important we try to keep habitat. Таким образом, нужно следить за средой, в которой растет растение, Available for these beneficial insects. и чтобы для этих полезных насекомых всегда было что поесть. The final area of the economy that I want to talk about is defense and protection. Следующий аспект экономики, о котором мы будем с вами говорить, это оборона и защита. Because our economy is protected from lots of things. Нашу экономику нужно защищать от множества разных влияний. The first line of defense is to keep the soil covered. Первая линия обороны – это почвенный покров. And it's very important that we keep the soil covered. Важно, чтобы почва все время была покрыта. Because if the soil is bare, none of the other things that we do are going to matter. Если почва остается голой, то все, что мы с вами делаем, другие виды деятельности, они в принципе не принесут никакой пользы. So the goal that we have on our farm На своей ферме мы поставили себе цель. is to never see the soil unless we move the residue away to find it. Наша цель заключается в том, чтобы не было на ферме не было ни одного участка не покрытой почвы. Исключение только тот случай, что вы специально отгребли растительные остатки, чтобы на нее посмотреть. Because if I can't see the soil, then it can't wash or blow away. Если я не вижу свою почву, значит ее не может смыть вода или не может сдуть ветер. A second line of defense is the plant communication that we've already talked about. Вторая линия обороны – это сигнальная система растения, о которой мы с вами только что говорили. And it's very important that plants can utilize the resources to protect them. Очень важно, что растения могут пользоваться своими силами для того, чтобы защищаться. A third line of defense is healthy plants have natural. Следующая, третья линия обороны заключается в том, что у здоровых растений есть природные силы для сопротивления. This is a very complex subject that we don't have time to talk about. Это очень сложная тема, в настоящий момент у нас нет особого времени, чтобы в ней глубоко разбираться. But there's a really good plant health pyramid.
Однако в литературе есть так называемая пирамида здоровья растений. From a very smart guy named John Kemp. Ее составил очень умный человек Джон Кемп. And you can find it at advancingecoag.com. На сайте, который вы видите на слайде, вы можете найти и разобраться с этой пирамидой. The fourth line of defense of plants is to have a lot of. Следующая линия, четвертая линия обороны, это разнообразие. Because diversity brings about resiliency. Потому что, говоря о разнообразии, мы с вами говорим о гибкости. So if I want to have a diversity of plants in my cover crop, если говорить о разнообразии, например, покровных культур, I have to start with the diversity of seeds that I plant. То прежде всего разнообразие растущих культур начинается с разнообразия семян. And if I want to have a diverse biology in my soil, если мне нужно, чтобы у меня были разнообразные живые организмы в почве, I have to have really diverse plants in order to support and feed them. Мне нужно, чтобы у меня были разнообразные растения, на которых эти микроорганизмы будут жить и питаться. So those are the keys to a healthy soil. Мы с вами поговорили об аспектах здоровой почвы. We talked about supply and demand and currency and capital and energy and resources and infrastructure and defense and protection, as you can see. Как вы видите, мы говорили и о предложении, и о спросе, о валюте и капитале, энергии, ресурсах, инфраструктуре, обороне и защите. And so to summarize, I have 8 main points. В качестве выводов можно как бы обобщить все в 8 основных пунктов. Number one, economies are very interconnected and interdependent. Экономики, они сложно переплетены и взаимосвязаны. And they're all tied together, and if you affect one part of it, you're going to affect it all. Все в экономике взаимосвязано. Если вы сделаете что-то, что пагубно скажется на одном элементе, оно также пагубно скажется на всем остальном. Number two, we want to reduce the amount of welfare that we're giving our economy. We want to get everybody working. Номер два, сократите количество социальных выплат. Все должны в экономике работать. And that mostly means getting the biology back involved in the system. То есть, другими словами, верните биоту в почву. So on our own farm, вот на нашей ферме, every time we make a decision, we ask how will it affect the biology. принимая то или иное решение, мы всегда задумываемся, как это повлияет на почвенную биологию. Number three, we want to increase our cash flow of carbon currency. Номер три. Увеличьте денежный поток углеродной валюты. And if I'm only growing 2 crops like corn and soybeans, если я буду выращивать только 2 культуры, например, кукурузу и сою, I'm only about 50% efficient at capturing solar energy. то эффективность улавливания солнечной энергии будет составлять порядка всего лишь 50%. So I need to add cover crops and I need to add grazing in my rotation to really maximize the efficiency. Для того, чтобы повысить эту эффективность, в систему необходимо ввести покровные культуры и выпас. Number four, we want to make capital investments of organic matter. Номер 4. Мы должны делать с вами инвестиции капитала в органическое вещество. And when we do that, we don't want to sell off those investments by doing unnecessary tillage. Для того, чтобы мы могли накапливать этот капитал, мы должны прекратить разбрасываться инвестициями, разбрасываться своими деньгами, осуществляя механическую обработку.
or unnecessary residue removal. Или прекратить вынос растительных остатков. Number 5, we want to take advantage of all the free tiny workers. 5. Мы должны использовать бесплатный труд миниатюрных работников. And we want to strive for biological diversity. Мы должны стремиться к биологическому разнообразию. Because the biology will do the manufacturing and the mining and the transportation and communication and protection. Потому что именно биота будет все строить, будет отвечать за инфраструктуру, будет отвечать за связь, защиту и добычу питательных веществ. And they do it very cheaply. You just have to feed them carbon. И все это делают они очень задешево. Вы всего лишь должны давать им углерод. Number 6, we want to build and not destroy our infrastructure. Следующее. Мы должны строить, а не разрушать инфраструктуру. And we'll really see our economy grow. И тогда, если мы будем созидать, то будет расти и наша экономика. And then when we get that infrastructure built, we don't want to destroy it. После того, как мы создадим свою инфраструктуру, мы должны стараться не разрушить ее. Because destroying infrastructure is literally like declaring war on your soul. Потому что разрушение инфраструктуры – это буквально объявление войны почве. Number 7, again, is to protect our economy with cover and soil armor. Следующее, мы должны защищать свою экономику с помощью почвенной брони. If we don't keep the soil covered, nothing else will work. Если почва не будет покрыта, то ничего больше работать не будет. And finally, number 8 is diversity is still very important. 8-й пункт. Очень важно не забывать о разнообразии. To have a healthy economy, we need diversity in plants, diversity of roots, and diversity of biology. Для того, чтобы экономика была здоровой, у нас должны быть разнообразные растения, корни и почвенные организмы. So now you see how a healthy and complex soil Вот в ходе этой презентации я старался показать вам, как здоровая почва. Hopefully, you understand it better by the comparison to an economy. Что такое здоровая почвенная экономика, и, надеюсь, вам стало понятнее за счет вот этой параллели с экономикой страны. So I thank you for your time and attention. Благодарю вас за уделенное мне время, спасибо вам за внимание. And I would be happy to answer questions. И если есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу.